Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня видео из цикла о разведении анциструсов. Вот смотрите, у нас вот такой самец, красавчик. Видите? А вот к нему подбирается самочка. Смотрите, у самочки довольно такое большое брюшко. Прямо можно сказать, такое огромное. И они начинают заигрывать друг другу. Ну, по крайней мере, самец это делает. А самочка ему в этом подыгрывает. Вот смотрите. Вот самец вон в том углу, где распылитель. Там чистит себе место. Вот они гоняют, пока не могут никак остановиться по всему аквариуму. Но я думаю, их заигрывание друг к другу приведет к тому, что появится икра. На этом мы, конечно же, посмотрим. Но пока вот они заняты брачными, так сказать, играми. Кстати, у самочки видно довольно такое большое брюшко уже. То есть она, видимо, готова к икрометанию. Вот самец, смотрите, что делают. Короче говоря, договариваются, так сказать. Сейчас он ее потихонечку туда подгонит в тот угол и покажет, что вот икрометание должно происходить именно здесь. Но на это нужно потратить какое-то время, так сказать, на ухаживание. Вот смотрите, что наша пара вытворяет. Уже они приближаются в этот угол. Вот самец такими движениями зазывает ее. Вот смотрите, сейчас прямо видно у самочки такой округлый живот. Достаточно такой толстый. И вот самец ее подгоняет в укромное место. Там, где они нерестятся, то есть возле распылителя. Но я думаю, что это может продолжаться и до вечера. Потому что, как правило, анциструсы у меня нерестятся ночью. Вечером и днем вот такие игры у них. Ну а на утро уже раз и есть икра. Ну а наша пара продолжает разбираться, проводить нерест или не проводить нерест. Вот они по всему аквариуму вот так вот гуляют, крутятся вокруг друга. Но я думаю, что результат не заставит себя долго ждать. Ну, давайте еще подождем до вечера. Сейчас только 3 часа дня. Посмотрим, как они себя будут вести вечером. Тогда уже точно определим, будет у них нерест или не будет. Вот так оказывается у таких крупных самов, ну таких как анциструсы, достаточно бурный у них нерест. А вернее сказать не нерест, а подготовка к нересту. А самец продолжает преследовать самку и пытается ее загнать в свой облюбовавшийся угол. Вот он ее и так, и так. Она ему тоже показывает другие места, где можно отнереститься. Но он настаивает все равно на своем. Она его вот то сюда, в этот уголок, то вот сюда вот, где вода сливается, сюда его подзывает. Тут они вертятся, крутятся. Но самец настойчив. Игра продолжается. Вот они уверху здесь разборки ведут. Ну вот наступил второй день. Короче, за ночь наша пара ни к чему не пришла. То есть нереста у них не было. Но они все теснее и теснее играют друг с другом. Но я думаю, что, наверное, на вторую ночь точно у них что-то произойдет. Самец такой серьезный. Намерения у него серьезные.
Ну и самочка тоже такая достаточно активная. Видите, живот какой у нее, прямо огромный, прямо его видно, что он такой округлый у нее. Вот, смотрите. Ну, игра у них, короче, капитальная, но пока результата нет. Итак, посмотрю еще в течение дня, возможно, сниму. Активность будет у них или не будет, посмотрим. Ну, а потом уже завтра еще с утра глянем. Возможно, к чему-то они все-таки и придут. Вот видите, что творят? Так, друзья, вот зашел утром на разводню, смотрите. Вижу, самочка вот сидит в правом углу. Вот, смотрите, какая она худенькая стала, живота вообще нет. А вот смотрите, что у нас в этом углу. Что-то там, правда, икра как-то разбросана, непонятно. И в кучке, и рядом, непонятно. Как-то они не рестились, наверное, бурный был нерест, что икра прямо прикреплена и к стенке, и к дну аквариума. Ну, короче, сейчас мы ближе на нее посмотрим. Ну, рыбы, конечно, нам не дают поснимать нормально. Ну, давайте попробуем приблизиться. Вот смотрите, вот самец отошел, показывает нам свою икру, свое произведение искусства, так сказать. Вот. Вон икра видно. Кучка на стенке, между дном и стенкой, потом на дальней стеночке, там тоже внизу. Вот под распылителем. Короче, видно, бурная у них была встреча. Ну, вы видели, да? Как они 2 дня игрались. Вот теперь у них будет потомство. Вот такая, вернее, вот такое количество ее. Ну, я думаю, там икринки достаточно крупные, но их там, я думаю, больше сотни, может, штук 150. Ну, а Батяня, конечно же, никого туда не подпускает и охраняет своих будущих детишек, так сказать. Кстати, я вон там смотрю, вот эта вот икра, которая под распылителем, да, она какая-то, видно, то ли ее рыбки выклевали, то ли непонятно, то ли она не оплодотворенная, она какая-то, можно сказать, пустая. Либо когда они икру метали, может быть, что-то пошло не так. Вот самка, смотрите. Живота вообще нет, все. Пусто. Пусто, смотрите, вообще живота нет. Вся икра выметана. Теперь она в течение месяца, может, 1,5-2 будет нагуливать опять ее. И потом, конечно же, они опять отнерестятся. Возможно, нам удастся это тоже заснять. Но мы, конечно же, будем на это смотреть. И, возможно, сделаем еще не один интересный кадр. А Батяня занят уходом за икрой. Вот он, когда видит, что никого рядом нет, вот он может немножко отойти в сторону. А потом, как только какая-то из рыбок хочет подплыть, он сразу хоп и закрывает ее своим телом, то есть показывает, что икра под присмотром. Вон, видите, до него подплыла и там дергает эту икринку, которая под распылителем. Ну, Батяня ее там то хвостом отпугивает. Друзья, ну вот такое небольшое видео о том, как анциструсы нерестятся в общем аквариуме. Думаю, оно вам понравилось. Не забудьте поддержать канал лайком. Кто не подписался, подписывайтесь, конечно. Ну и есть возможность у вас стать спонсором канала. Нажимайте кнопочку под этим видео «Спонсировать». Буду очень признателен.
И не забывайте посмотреть видео, которые появились на экране. Они тоже о разведении анциструсов. Возможно, тоже кому-то понравятся и пригодятся в разведении такой красивой рыбки, как анциструс. Все, пока, всем удачи!